Божеств много, но имя этого бога, отца богов и людей, знакомо всем – Зевс. Ему подчиняются все – и смертные, и бессмертные, и ему подвластны все природные явления. В одной руке он держит скиптер из кипариса, знак царской власти, в другой – эгида, с помощью которой он вызывает разрушительную природную стихию – грозы. Зевс защищает царскую власть и справедливое устройство общества, и он, не колеблясь, направляет удар молнии в тех, кто решится бросить ему вызов. Зевс живет в величественном и спокойном царстве, простирающемся над земной атмосферой. Гора служит ему троном. Самый знаменитый его дом расположен на Олимпе. Там стоит дворец, который для Зевса построил его сын Гефест, бог огня и покровитель кузнецов. Но не всегда Зевс был верховным божеством. При рождении его ждала совсем другая судьба. Все началось в ночи времен, когда самого времени еще не существовало. Вначале была тьма, и тьма породила хаос, пустоту, полную мрака. Затем родилась Гея, богиня-мать-земля. Из чрева Геи возникли высокие горы, вершины, увенчанные снегом, пещеры, леса, моря и пенные волны, равнины и реки. Потом, когда мир обрел форму, появился Эрос, таинственное божество, легкое как дыхание, внушающее всем существам потребность в любви и близости. Гея, мать-земля, одинока. Никто не любит ее, и она не любит никого. Кого ей любить, кроме себя самой? Некого. Чтобы избавиться от одиночества, Гея решила родить Урана. Небо, свою полную противоположность. Небо и тысячи созвездий. И небо возлегло на Гею, соединилось с ней, и так они стали парой. Эрос решил повлиять на судьбу Вселенной и внушил Урану таинственное волнение, которое называется желанием. Не раз, сотню раз, не один день, 1000 дней Уран и Гея занимались любовью. От их слияния родились живые существа. Первыми детьми стали 6 титанов и 6 титанид. Затем родились циклопы, у каждого из которых один единственный глаз был посредине лба. Затем появились гекантохейры, существа с 100 рук и 50 головами. Наконец, Гея родила гигантов, огромных чудовищ грозного вида. Но все эти порождения Земли не могли выйти на ее поверхность. Эти дети оказались в плену материнской утробы. Ведь небо, Уран, плотно прижимался к Земле и не выпускал их наружу. Не существовало пространства, где их потомство могло бы увидеть свет и начать самостоятельное существование. Как только они пытались выйти на свободу, их отец Уран заталкивал их обратно. Собственные дети терзают мать. Гея приходит в ярость и призывает детей восстать против отца. Она приказывает им напасть на него, но никто не послушался. Лишь один из младших титанов, Кронос, сжалился над матерью. Осталось только выбрать подходящий момент. Ждать пришлось недолго. Охваченный желанием, Уран снова занялся любовью с Геей. Как только он проник в нее, Кронос взял в руки серп и одним движением оскопил отца и бросил серп в море. От резкой боли Уран отпрянул от Геи и, наконец, отделился от нее навсегда. Титаны, циклопы и гиганты отныне свободны. Говорят, что капли дождя, падающие с неба, это слезы Урана, слезы боли, раскаяния и сожаления. Победив Урана, Кронос захватил власть и взял в жены свою сестру Рею. Должна была начаться мирная жизнь, но ведь давно известно, что, захватив верховную власть, никто не хочет с ней расставаться. И Кронос, боясь потерять власть, стал проглатывать своих детей. Рея поняла, что у нее нет выбора. Надо бежать от обезумевшего мужа. Она снова забеременела и решила скрыться. На этот раз она ждала необычного ребенка, самого Зевса. Рея не хотела, чтобы отец убил его, и сбежала. Она спряталась на острове Крит и тайно родила мальчика. Заботу о сыне Рея доверила нимфам, богиням, олицетворяющим живые силы природы, а сама вернулась к Кроносу. Он знал, что жена была беременна, и ждал, что она принесет младенца. Но Рея под видом новорожденного подала Кроносу камень, завернутый в пеленки. Титан так боялся потерять трон, что он даже не посмотрел и проглотил камень. Он не мог и помыслить, что на Крите, на горе Ида, растет ребенок, который однажды отомстит за мать, освободит братьев, лишит отца трона и вместо него будет править бессмертными.
горах Крита Зевс рос под присмотром своей бабушки Геи и нимф. Он питался амброзией и нектаром, которые приносили голуби и орлы. Зевс вкушал нежный мед, который специально для него делали пчелы, и пил молоко божественной козы Амалфеи. Когда Зевс станет владыкой Вселенной, он отблагодарит своих благодетельниц. Он вознесет Амалфею к звездам, она станет созвездием Козерога. Зевс заберет у нее один рог и отдаст нимфам, которые его воспитали. Это и есть знаменитый рог изобилия. Хозяин этого рога никогда не будет знать ни голода, ни жажды. Но Зевсу все еще грозит опасность. Кронос понял, что жена его обманула. Он начал искать сына везде, поднимается на холмы и горы, опускается в морскую пучину, но никого не видит. Так и задумано. Колыбель Зевса стоит в пещере на горе Ида, а перед входом в пещеру стоят необычные существа – куреты. Кто это? Это демоны, спутники Реи. Она приказала им ни на секунду не прерывать воинственной пляски, стучать копьями и щитами, чтобы заглушить крики новорожденного бога, так как отец мог их услышать. Проходят годы, Зевс вырос, и чем старше он становится, тем чаще мечтает отомстить отцу за жестокость. Молодой Зевс познакомился с Метидой, морской нимфой, дочерью титанов Океана и Фетиды. Метида – богиня благоразумия и хитрости. Зевс решает ее соблазнить и добивается своего без труда. Он рассказывает богине о своих родителях, желании отомстить отцу за преступление и освободить братьев и сестер, заключенных в чреве Кроноса. Но как за это взяться? Метида предлагает ему решение. Надо дать Кроносу выпить особое лекарство, а именно рвотное средство. А чтобы он ничего не заподозрил, добавить в питье меда. Зевс соглашается с идеей и отправляется к матери, Рее, которая одобряет замысел, делает питье и отдает сыну. Зевс под видом слуги подносит Кроносу кубок. Ничего не подозревающий Кронос выпивает его и сразу извергает из себя камень, который проглотил вместо Зевса, а затем по очереди извергает всех детей, рожденных Реей. Кронос в ярости. Его обманули. Он намерен сохранить престол и отплатить своему сыну. Кронос призывает на помощь всех титанов, своих братьев и сестер. Начинается ужасная война, которая продлится сотни лет. Ее называют Титаномахия. Исход войны долго не решается. Гея, богиня Земли, решила помочь Зевсу и объясняет ему, что для победы он должен призвать на помощь циклопов, древних божеств, в которых сосредоточена вся мощь первых творений. За освобождение из Тартара, куда их заточил Кронос, циклопы дарят Зевсу непобедимое оружие – гром и молнии, и помогают ему в битве против титанов, в которой Зевс одерживает победу. Но мир не наступает. Гея, недовольная тем, что Зевс избавился от ее детей, титанов, и она отправляет на войну с ним гигантов, которые считались непобедимыми. Начинается новая война, гигантомахия, и она закончится уже после того, как на Земле появятся смертные люди. В этой войне Зевсу помогает его сын, как раз-таки рожденный от смертной женщины, дочери микенского царя Алкмену, Геракл. С помощью Геракла Зевс одерживает победу над гигантами. Чтобы эта победа никогда не была забыта, он водрузил в Дельфах огромный камень, тот самый, который Кронос проглотил, а затем изверг. Это Омфал, пуп Земли, центр Вселенной. Он и сейчас стоит на месте. Кажется, наконец, все проблемы решены, но, увы, нет. Ведь Гея снова хочет отомстить за печальную судьбу своих детей, титанов. На этот раз она обращается к Тартару, самому далекому и опасному месту преисподней. От их союза родилось чудовище – Тифон. Один его вид может привести в ужас врага. Тифон – наполовину человек, наполовину животное. Его голова достигает звезд. Если он раскинет руки, обнимет и восток, и запад. В глазах его пылает огонь, а тело обвивают змеи. Когда чудовище направилось к Олимпу, в доме Зевса началась паника. Боги сбежали в Египет, где приняли облик животных. Аполлон стал коршуном, Гермес – ибисом, Арес – рыбой, Дионис – козлом, Гефест – быком. Лишь Зевс решил биться с Тифоном.
У этого побега в Египет было неожиданное последствие – смешение греческих и египетских богов. Тифона будут связывать с Сетом, братом и врагом Осириса. Зевс смешается с Гором, Дионис станет Осирисом, Деметра – Исидой и так далее. Удивительные смешения двух миров, между которыми, кажется, не было ничего общего. Вернемся к битве, которую наш герой Зевс ведет против Тифона. Бой был короткий. Пока Тифон искал Зевса в Сицилийском море, Зевс поднял гору Этна и бросил своего врага. Тифон оказался погребен под вулканом, и власть Зевса была восстановлена. Пришла пора разделить Вселенную. Зевс отвел себе верховную власть и выбрал своей резиденцией небо, изгнав всех бывших обитателей неба. Одних запер в Тартаре, других отправил на землю к смертным. Посейдона, старшего брата, он сделал царем морей, а другому брату, Аиду, вручил ключи от подземного царства и дал ему власть над инфернальными силами. Так Зевс выстроил иерархию и организовал Вселенную. Так Зевс становится верховным богом и устанавливает порядок в мире, и перед ним стоит непростая задача – поддерживать порядок, не становясь деспотом.